Привет из Беларуси, я, как видите, уже в теплице. Пришла весна, с чем я вас всех и поздравляю, любителей цветов и других декоративных растений. А еще, конечно, я вас поздравляю с праздником 8 марта, кто его отмечает. Желаю вам всего наилучшего, но главное, любите себя, цените себя, заботьтесь о себе, потому что если будете вы здоровы и счастливы, то будут и все счастливы те, кого вы любите, кто находится вокруг вас. Ну а кто не празднует этот весенний женский день, для того просто поздравления с весной. У меня такой здесь рабочий беспорядок, конечно. Я еще вот нахожусь в самом-самом начале процесса. Как видите, вот высадила сегодня свои подвесные горшочки. Они еще грязные даже. Я потом их, конечно, вытру, все будет чистенько. Но пока в процессе, как видите, да, все стоит тут и тазик с грунтом. Ну, вы видите, как проходит это все, да. Работа моя, мое рабочее место пока. Значит, что я уже сделала для тех, кто интересуется? Я высадила, во-первых, гацанию свою. В этом году она мне нравится, она такая симпатичная. Обычно она, когда ее высаживаешь, да, я кассетным способом ее ращу, то она как бы падает сразу после высадки. А в этом году нет ничего, стоит такая аккуратненькая, ровненькая, мне она понравилась в этом году. Потом, конечно, я занималась черенками. Вот 2 дня калибрахуа высадила в литровые пока, потому что, ну, места нет, как видите, здесь повесить. Здесь только часть моих черенков не влезает ничего. Тепличка очень маленькая, вот эта часть 25 квадратов. Вот моя гасания поближе. Тут у меня как бы 2 партии. Одна 7 января посева, вторая 14. Ну, разницы особой нету. Даже вот эта, которая 14 посеяна, она получше выглядит, чем та, что раньше. Ну, выращивать под искусственным освещением через кассетный способ. А теперь пошли уже в горшочки 500 миллилитров. Калибрахуа в литровом объеме уже сидит, резалась нещадно, поэтому пока вот такая куция. Но хочу сказать, что в принципе ничего страшного нету, как я ее боялась, эта калибрахуа. Я ращу ее первый год в таком, знаете ли, объеме для продаж. Для себя-то я выращивала, но мне она не нравилась. А вот это, смотрите, еврочеренок очень хорошо выглядит. И так себе растет неплохо, нарезала много из него уже. Остеоспермум мой крупным планом. 25 декабря посев. Тоже кассетным способом сею. При перевалке, конечно, есть повреждение корневой системы, но не такое, как при пикировке. Поэтому удается где-то 10 дней сэкономить времени в росте. Я не прищипываю остеоспермум. Считаю, что вот в таком состоянии он совершенно не выглядит вытянутым. И иногда бывает какой-то экземпляр выстрелит вверх, тогда да, формирую, а так нет, потому что очень такое растение длительное выращивание, и прищипка задерживает сильно цветение. Кусты получаются неплохие. Кто мои видео смотрит, тот видел в прошлом году, какой у меня остеоспермум. Черенок посадила, вот кто в горшочке не влез в большие, вот в литр пока. Потом буду переходить вот в эту теплицу, как будет уже ночью без заморозков, и тогда пойдут эти черенки уже в кашпо, подрощенные, и уже многие цветущие. Пока они, как видите, нещадно резанные, такие-то уже куцы, как и калибрахуа стоят, вот, потому что черенкую. Но ничего, отойдут со временем. Будут еще пышнее. В ближайшее время буду заниматься петунией. Как видите, вот она уже подходит. Буквально там 2-3 дня ей еще. Ну, чтобы не смыкалась. Ну, можно уже заниматься. Растения уже неплохие такие. Есть что уже в пальцы взять. Я люблю так, чтобы побольше были, чтобы не совсем малюсенькие. И сейчас покажу второй посев. Вот такой второй посев. У меня тут, а это свои череночки. Вот он идет. Третий пока не сеяла. Вот думаю еще, сеять, не сеять. Как бы для поздних продаж тоже хорошо бы иметь петунию. Ну, что-то я с работой с этой завозилась, и времени даже нету. Это же знаете, сколько надо пока. Ну, хотя бы ящик, наверное, посею. Думаю еще.
Виола, посев 7 января. Она уже распикированная была у меня в доме. Я ее просто вынесла. В горшочке пойдет, когда будет холодная теплица уже открыта. Тогда сразу пойдет в горшочки из этих вот кассеток. А пока ей хватает. Там ячейки такие длинные. Вот, это 104-я кассета, но с длинной ячейкой. Доставать, конечно, неудобно ее из этой кассеты, но ничего не поделаешь, зато места занимает мало. День подходит к концу, солнце садится, и заканчивается мой рабочий день тоже, потому что скоро здесь будет холодно, надо будет включать отопление, да и темно, здесь же нет досветки, поэтому я тоже скоро пойду уже отдыхать. Я еще не вынесла сальвию, еще не вынесла целозию, она маленькая у меня, 1 или 2 настоящих листочка только. И еще у меня бегония клубневая из семян тоже дома, на подоконниках стоит. И все черенки. Черенки, конечно, в доме, им там лучше, там постоянно температура 20-22 градуса, и укоренение идет быстрее, чем в теплице. Так что в основном все мои растения уже в теплице, что-то уже распикировано, что-то еще ждет своей очереди. Но постепенно мы с вами будем наблюдать, как из этого небольшого количества цветы будут разрастаться, разрастаться на вторую часть, потом пойдут на улицу, их будет становиться все больше и больше. Наша жизнь с вами будет становиться все интереснее и интереснее, да? Нам надо будет еще потом их продать, эти цветы. Так что заходите на канал, смотрите видео, если нравится, подписывайтесь. Ну а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.